Рада приветствовать вас в своем саду и на своем канале. Я Светлана, и мы наконец-то будем любоваться моими розами на большом розовом кругу. Вот на этом я расскажу его конфигурацию, комплектацию и покажу розы, которые сейчас цветут. Расскажу о них кратенько, и мы просто полюбуемся. Последние летние деньки подарят нам краски. Идемте. Это в основном английские розы, а в конце видео очень хочу показать вам невероятное цветение моей Валбери, двухлетний куст. Сегодня 22 августа. Это моя самая большая розовая клумба. Здесь растет 72 куста роз. Сажала их за 2 сезона, потому что такое количество одновременно очень сложно физически посадить самостоятельно. Я почти все в своем саду делаю сама. Расскажу вообще про эту клумбу. Ее диаметр 11 метров. Радиус 5,5, соответственно. Изначально я взяла, расчертила с помощью центральной меточки, она у нас до сих пор стоит, круг. От него отложила дорожку, посмотрела, как это все смотрится на участке по конфигурации, потому что предварительно я все чертила только на листе бумаги. А потом расположила круг с розами. Левее, правее двигала. Посчитала, у меня сюда получается 72 куста. И начала в позапрошлом сезоне сажать розы. И в прошлом, получается, позапрошлом и в позапрошлом, в общем, одной половине розового круга это 3-й сезон, а той половине круга это 2-й сезон. Поэтому розы немножко разные по возрасту у меня. Что хочу сказать, вот вопрос еще такой был, как устроена эта клумба. Розы посажены в шахматном порядке с шагом 50. Равносторонний треугольник и с шагом 50 зигзообразно расчертила, распланировала. Ямы мы буром бурили механическим. Поэтому быстро получилось. Ямы довольно большие, чтобы частично заменить грунт. Как я вам рассказывала, для гортензии мои суглинки подходят, а для роз не очень. Посадочную яму я использовала. Компост у меня уже был. Заказывали чернозем, песок и конский навоз прошлогодний или позапрошлогодний. Ну и плюс удобрения. Мульчируются розы травой скошенной. Бордюры поставлены в прошлом году. Наружный край бетонный, но они еще не закреплены, дорожек нет. А внутренний пластиковый бордюр. И это помогло мне. Трава уже не так заплетает мне землю. Первый год, когда я только начала сажать розы, конечно, посреди поля, и трава прямо месяц, и все заросло. Месяц, и я тут бесконечно сидела, их и пропалывала. Так, что еще хотела сказать по поводу устройства моей розовой клумбы. Вот. Значит, первый год я планировала только английские розы сажать по всему кругу. И, исходя из этого, выбирала сорта. Поэтому вот с этой половины у меня идут в основном английские белые и розовые розы. Потом я решила, одних розовых роз будет некрасиво, когда оттенки розового, незачем взгляду сфокусироваться. И стала подбирать сорта белых
чередовать. 3 розовых, белое, 3 розовых, белое. И оказалось, что белых роз по сортам как-то мало, которые мне нравились, флорибунды. И мне пришлось искать белые чайно-гибридные розы. Стала пересматривать других селекционеров, не только Остина. Ну и получилось, что получилось. Получилось, что у меня уже тут не только английские, а белые розы и другой селекции. Вот ровно до половины круга только розовые и белые розы. А потом наступил второй сезон, и за зиму я поняла, что мне не хватает красок в саду. И чтобы пополнить в саду красочность и яркость, я в эту часть стала сажать оранжевые, немного персиковых, более ярко-розовых и контрастных роз. То есть роз, которые фокусируют взгляд. Допустим, такая роза Let's Celebrate, она яркая. Lady of Shalott, Пьер Карден. Ну, мы рассмотрим постепенно их все. Пройдемся. Джеймс Гэллоуэй оказался тут. Я пересаживала, и казалось, розовая красивая роза Остина тут. В общем, что? Нет никогда предела совершенству. В этом году нам нравится одно, в следующем другое. Поэтому не бойтесь своих желаний, скажем так. И покупайте розы в сад разные. Миксуйте их просто по клумбам. Разделяйте по цветам, совмещайте. Я вам рассказывала, как создать красивый розарий. Ну, я почти полностью применяла правила, но во время пересадок, вот осенью, вдруг нам что-то захочется пересадить, и некоторые розы уже так и оставила, не буду трогать. Большинство роз, значит, 3 года и 2 года возраста. Вот это все. А сейчас пойдем постепенно те розы, которые цветут, буду вам ближе показывать кусты. И дальше габитус куста будем смотреть. И, может быть, видео небольшие буду брать из первого цветения, когда они наиболее эффектны. Розы рассмотрим, конечно же, не все, потому что их очень много. И, еще хотела сказать, что на клумбе розы повторяются. Допустим, роза Метрополитен. Белая, красивая, как я люблю, большой куст, чайно-гибридный. И он у меня посажен, по-моему, 2 или 3 раза. И еще некоторые белые розы, допустим, Ломоносов, тоже я так акцентами сажала, чтобы разбавить краски, чтобы не было куча мала, скажем так. Ну все, идемте. Думаю, вам прогулка сегодняшняя понравится. Те розы, которые не увидим, увидим в следующий раз. Заходим на большой розовый круг в середину. И тут розочка Пампанелла. Сейчас она не очень цветет. Будет видео месяц назад ее цветения. Пионовидные бутоны у нее очень много. Небольшие они. И рядышком роза полька плетистая. Она посажена тут для будущей арки Берсо. С другой стороны еще одна плетистая роза. Когда мы дойдем по кругу, я вам ее тоже покажу. И через дорожку с той стороны Pink Ice, розовая роза, и роза Батшеба. Все плетистые. Про розу польку могу сказать, что у нее очень мощные стебли, колючие, ярко-зеленые. Хорошая роза с рюшеобразными цветами. Дальше видим розу Метрополитен, чайно-гибридная, высокая, узкий куст. Но, к сожалению, эта роза может поймать черную пятнистость. У меня там внизу немножко уже есть. Несмотря на обработки, все розы одинаковые обработки получают. Я отдельно никого не исключаю. Роза Пароль. Сейчас куст непривлекательный, а смотрите, какая она была. Вот с такими огромными цветами. До 15-18 сантиметров цветы у нее классической формы. И необычно фиолетово-розовый, темно-фуксиевый цвет. Красивая прямо роза, очень нравится. Винчестер Кафедрал Шарап. Махровый сорт.
Это производный от Mary Rose, но более компактный, старинной формы цветы. Иногда со слабым оттенком розового в центре бутона. Дальше у нас Olivia Rose Shrub. Холодный оттенок розового, сильный аромат фруктовый, цветение очень обильное. Кусты все очень разрослись, английские розы вообще сильно рослые. Вот это им 3-й сезон, моим английским розам. Я позже сделаю, наверное, про каждый сорт обзор. Любимая моя чайно-гибридная парфюм Рояль. У меня такая же есть роза на арке. Я вам кусочек видео покажу. Это просто феерия. Цветы точно такие же на чайно-гибридной форме и на плетистой. Фруктовый аромат очень-очень интенсивный. И цветы биколорные. Не биколорные, а с реверсом по обратной стороне. Серебристо желтый такой, не желтый, золотистый, серебристо-золотистый, видно. Вот это на арке плетистая. Чайно-гибридная точно такая. Роза White Piano. Пионовидные, но она интересна, знаете, чем? Она зеленым, салатовые у нее бутоны распускаются, прямо видно, вот салатовый оттенок. Сами цветочки небольшие. Позже они превращаются в кремовые, когда раскрываются. А сейчас салатовый. Второе цветение только-только начинается. La Fontaine au Perle. Роза крупноцветковая, бледно-розовый цвет. Это чайно-гибридная роза. Цветки ностальгической формы. Очень приятный аромат. Высокий центр, круг. Ну а это, кто ее не узнает, это наша Августа Луиза. У меня 3 куста этих роз. Это ее второе цветение. У этой розы большой перерыв между цветением у Августы Луизы. Дальше мы увидим еще 2. Сейчас уже цветет. Шедевральная, даже сказать, роза. У меня спот этой розы акварель есть, нарастает маленький кустик, там больше желтых оттенков в рюшах. Роза Вилдив, английская, у нее слегка поникают, видите, побеги и цветы склонены. Сейчас побегов немного и цветов, то есть цветов немного. Транквилити, мускусная роза. Это одна из лучших из питомника Дэвида Остина. Ну, сейчас розы, может быть, не в своем пике, но внешний вид можно посмотреть. Красивая закругленная форма бутона. Розеткообразная. Вот так выглядит клумба вся. Когда гуляешь по дорожке, аромат стоит невероятный тут. И даже на веранду нам доносится. Enjoy чайно-гибридная. Сейчас она уже некрасиво, на второй заход еще не вышла, на второе цветение. А вот так она цвела месяц назад, в конце июня, в середине июня. Биколорная. Вот это именно биколорная. По краю более розовые оттенки, ароматные. Роза Strawberry Hill. Изящные цветы, теплый розовый оттенок, и у нее интересный аромат миры. Цветет обильно, постоянно. Чашевидная форма бутона. Красивая розочка. Переплелась у нас там с Транквилити розой.
У меня некоторые сорта повторяются несколько раз. Белые мне нужны были розы. И я Метрополитен и Транквилити сажала несколько раз. Это мускусная роза. Переплелись уже даже все розы у меня. Цветов настолько много, лепестки сами опадают. Видите, прямо опадают. Это Клэр Остин, по-моему, роза. Нежно-кремовая и пионовидная. Янг Люсидас. Необычный цвет у английской розы. Это один из самых темных и душистых сортов Дэвида Остина. Очень красив этот сорт в штамбовой форме. У меня есть видео темные розы, первые темные розы, и там я немножко именно про этот сорт рассказала. Очень ароматный. Темно-темно-фуксиевый цвет. Это еще одна Августа Луиза. Она выделяется из общего плана по форме своего цветка. За акварель я хотела сказать, точно такой же цветок и по размеру, только больше желтого. Тут желтый такой медовый еле-еле у Августы Луизы, а у акварели сильнее. Я хотела эту розу, она у меня растет возле террасы с другой стороны. Это Коттедж Роуз, розочка. Интересная у нее розетка так закручена, махровая. Пышная английская розочка. Раскидистый куст. Ля Роз де Малинар. Этой розы у меня почти нету вообще видео. Надо будет, вот начинает она свое цветение, я сниму обязательно. Переливы розового, яркие. Довольно высокая, видите, выделяется она по сравнению с остальными кустами. Ну вот, много бутонов, вот-вот зацветет красавица. Я тогда ее сниму для обзора. А это узнаваемая роза Лариса. У нее сам цветок закручен как по спирали. Но на этом именно не очень видно, а вообще как будет больше цветов, я сниму обязательно эту розу. А это одна из любимец, хотя считается капризная, Ванила Мейдиленд. У нее много-много маленьких цветочков, усеян прямо куст, ветви валятся на дорожку. И как играет солнышко в ней, даже когда пасмурная погода, она прям переливается вся. Вот только что вышла, сняла специально замедленную съемку, чтобы было видно сама форма цветочка. Цветы маленькие, но их очень много. Классической формы, чайно-гибридной, но это флорибунда. Она относится к свадебным розам, как перламутровая. Ну а это опять же моя любимая Валбери. Хотела показать вам вот такой двухлетний куст. Вы посмотрите, сколько цветов. Обратная сторона темная, а внутренняя, видите, лепесток, когда выгнут, нежно-нежно-розовый, закрученный и очень интересный, закрутка цветка, очень интересная, необычная. Прямо не могла ее вам не показать. У меня есть обзор этой розы, но это в прошлом году обзор был снят. А вот так она выглядит сейчас. Бывает 2-3 закручивания лепестков в середине.
нравится очень-очень. Присмотритесь именно к этой розе. Вот так выглядит круг по наружной, когда я гуляю по дорожке, люблю вечером. Аромат стоит, я вам просто не могу передать, какой стоит аромат на этой клумбе. Кажется, что розы посажены часто, на самом деле нет. Они с шагом 50, я в начале видео говорила, в шахматном порядке. С этой стороны даже красивее розы. Обработки проводятся раз в 2 недели. Но сейчас уже, как я сказала, кроме Метрополитен, еще у меня пару роз оранжевых, кстати. Может быть, оранжевые розы сильнее поражаются черной пятнистостью. Я еще как-то не разобралась. Enjoy роза. Не разобралась, какие розы больше подвержены, какие меньше. Августа Луиза. Ну, по сортам вам будет, наверное, из чего выбрать, если вы хотите к себе в сад кого-то. Это, по-моему, Клэр Остин. Высокорослые все остинки. Вначале как-то не стартовали, она Малинар. Вот цветочек можно посмотреть. А в этом году разрослись. В этом году у меня и растения сильно, и розы. Ну, в общем, получайте удовольствие, смотрите. Конечно, мы не все розы увидим, потому что видео получится очень длинное. Посмотрим оранжевые и более яркие. Это Vanilla Madeland. А вот эту розочку хотела показать, пашмина. У меня есть ее обзор с прошлого года, тоже свадебная роза, малюсенькая. Она как раз подойдет, если вы ищете что-то на передний план. Какую-то розу себе на передний план. Ну что, до встречи в следующем видео. Буду рассказывать про особенности сорта гортензии Пинки Винки.